Всем привет! И сегодня я решила приготовить потрясающий салат. Он один из моих любимых. Может быть, вы его тоже пробовали однажды и любите, но если нет, я буду счастлива вас познакомить с ним. Салат этот является одним из классических рецептов французской кухни. И делается он из нескольких всего лишь ингредиентов. Но самый главный, с которым я вас сегодня хочу познакомить, это индиви. Или еще его называют бельгийский цикорий. И что примечательно, этот бельгийский цикорий действительно растет в Бельгии и выращивается он в подвальных помещениях, в темноте. Делается для того, чтобы этот индиви или цикорий имел вот такой вот светлый вид, беленькая плотная кочерышка, качанчик и светло-зелено-фисташковые такие окончания листиков. Его брат такой же цикорий, только красный, еще его называют радичио или радикио, имеет плотный такой бордовый оттенок, и он выращивается на солнце. Этот индиви выращивается в темноте для того, чтобы предотвратить попадание солнечного света и выделение хлорофилла, который, как ни странно, именно в индивии способствует горькому вкусу. Как его хранить? Как и все овощи зеленые, как и всю зелень, листовые салаты, впрочем, любые салаты, я сначала ополаскиваю слегка подкисленной уксусом в воде, а потом высушиваю и оборачиваю в бумажное или в тканевое полотенце. Таким образом, ваш индиви будет лежать у вас не один день, а может быть даже и не одну неделю, в зависимости от того, когда вы захотите его приготовить. Кроме того, нам потребуется для этого салата голубой сыр или сыр с голубой плесенью. Многие его называют сыр с зеленой плесенью. А сегодня я выбрала рокфор. Вы можете выбрать любой сыр. Мой любимый для этого салата – Сент-Агюр. Это французский сыр, и он производится в долине, где добывается вода Эвиан. Это поместье, по-моему, называется Овернье. Но любой сыр сюда подойдет. Почему? Потому что цикорий у нас горьковатый на вкус, и к нему нужна соленая и сладкая текстура. Сладкую функцию у нас будет играть яблоко. Я выбрала сорт джаз, у нас он называется кандиль, потому что он кисло-сладкий. Я не очень люблю яркие, сладкие яблочные вкусы. Кроме того, у кандиля плотная текстура, и она сюда мне очень нравится. Она сюда потрясающе подойдет. Помимо всего прочего, нам потребуются грецкие орехи, которые я уже подсушила, но мы их можем довести до максимального хруста, и лук-шалот. Если у вас нет шалот, возьмите любой лук, но шалот мне нравится больше не только потому, что у него слои тоньше, а также у него такой более деликатный вкус, и он не так режет глаза. Заправку мы сегодня будем делать классическую винегрет. И у меня есть эта заправочка на моем канале, вы можете посмотреть. Но сегодня мы сделаем ее такой кратенький вариант для этого салата. Нам понадобится мед, горчица и уксус как база для нашего соуса, соль и перец, чтобы приправить, и оливковое масло, чтобы, собственно, создать этот соус. Начну я со смешивания меда и горчицы. Добавляю сюда уксус. У меня это белый винный уксус, который я предварительно уварила с травами, с черным перцем и с лавровым листом. Таким образом, я как бы делаю инфузию, наполняю уксус дополнительными вкусами из перца и лаврушки. Мне очень нравятся эти сочетания вкусов. Также подойдет любой уксус на яблочном сидре или белый винный уксус. Ну вот, собственно, и все. Я возьму вот. База у нас готова. Я ее попробую. Прекрасно. Потихонечку добавляю масло. Потихонечку мы добавляем буквально первые пару ложек. Как только у нас соус схватится, начинает
эмульгироваться, объединяться, превращаться в красивую блестящую массу, вот такую, может быть, вам видно. На этом этапе я добавляю оставшуюся порцию оливкового масла. Моментально загустевает наша заправка. Если заправка получилась у вас очень густая, просто добавьте сюда теплой водички. Готово. Заправочка готова. Я добавлю только сюда соль и перец. Перец можно белый, можно черный. Этот салат неприхотливый, хотя он и светлый. С солью поосторожнее, потому что не забывайте, что у нас сыр соленый. У моих соседей сегодня идет ремонт. Поэтому, возможно, нас будет прерывать стуки строительных работ. Но это все созидательный труд, я думаю, мы не сильно обидимся. Итак, теперь начнем, собственно, собирать салат. Для салата я буду использовать суповую тарелку. Этот салат является одним из старых французских рецептов. И я уверена, что если вы будете путешествовать во Францию и спросите кого-то об этом салате, то вам обязательно расскажут о нем. И каждая хозяйка, как и у нас борщ, его готовит по-разному. Но основные ингредиенты такие. Как мы обрабатываем индии? У него вот такие красивые листочки. И я считаю, что было бы кощунственно его нарезать крупно. Поэтому я срезаю ножку, чтобы листочки легко отходили. И опять срезаю, надеюсь, вам видно, ножку, и листики сами отсоединяются. Очень нежный, очень красивый. Сердцевинку я не использую, потому что, как и у всех салатов, сердцевинка более горькая по вкусу, и нам и так горечи достаточно. Ну вот, собственно, я думаю, для одной порции достаточно. Вот этот листик сложно будет поместить в рот, поэтому я его просто вот так разламываю, как и другие, которые большие по размеру. Вы можете разрезать их ножом. Этот салат индивий потрясающий в использовании и самостоятельно. Вы можете начинять вот эти лодочки хоть какими-то муссами. Сюда можно положить, предположим, свеклу, орехи и сыр. И это будет потрясающе. За счет яркого горького вкуса он замечательно сочетается со многими другими ингредиентами. Вы можете убрать у яблока сердцевинку. Сегодня мы не будем использовать каких-то таких ингредиентов сложных. Я просто яблоки люблю нарезать вот такими дольками. Здесь вам видно. Потому что эти дольки сочетаются с индивием. В салате я люблю, когда ингредиенты похожи по размеру. Яблока нам много не нужно, потому что индивий у нас главный в этом салате. И мы его просто подчеркнем сладостью яблока и текстурой орехов. В прошлый раз Артур подошел, говорит: ты что-то такая бледная на фотографии. Я посмотрела. Тебе Виктория не сделала замечание? Я говорю: нет. Очень бледная ты, конечно, тебе надо позагорать. Короче, он говорит: я просто мимо проходил, посмотрела на камеру, ты прям белая, как полотно. Я говорю: нет, Виктория мне такие замечания не делает. Орехи предварительно я вымочила в воде, минут 20, не больше, в тепленькой, промыла и потом подсушила их в духовочке. Но для того, чтобы у нас был контраст, я хочу еще немножечко их подсушить, буквально пару минут. На сковородочке, на сухой, это вы можете сделать в любое время, или вы можете положить большее количество и выпечь их в духовке при температуре 120-150, минут 10-15, смотрите сами. Но не забывайте, что орехи, чтобы они не прогоркали, необходимо хранить в холодильнике. Сейчас, пока у нас орехи готовятся, я очищу лук-шалот. Лук-шалот – еще одна моя большая любовь. Если так посмотреть, у меня любой ингредиент – моя большая любовь. Чеснок, лук. Я достаточно постоянно в своих пристрастиях,
И вот шалот я попробовала, не знаю, наверное, лет 20 назад. С тех пор он, наверное, всегда есть на моей кухне. Стараюсь его найти, если получается, если я путешествую в тех странах, где он не очень популярный. Я заменяю его на красный лук или маленький такой индийский лук. Они его тоже называют шалот, но чистить его сплошная каторга. Кроме этого лука еще существует жемчужный лук. Он так и называется – жемчужный лук. Вкус у него очень нежный, и его мембраны тоже тоненькие и нежные. Но почистить жемчужный лук очень-очень сложно. Там достаточно долгая такая манипуляция необходима. Поэтому шалот вот такой, особенно он называется, что называется, банановый, потому что он напоминает банан. Мой любимчик. Смотрите по оказии, для которой вы готовите этот салат. Если вы планируете позвать в гости девочек и потом идете куда-то в кино, я не думаю, что много лука нужно добавлять. Но если вы готовите это для семейного ужина, я бы рекомендовала добавить приличное количество. На этот салат мне потребуется четвертинка лука. Если вы готовите на двоих или на троих, возьмите половинку лука. Что я с ним сделаю? Я его просто вот так сжимаю и шепчу волшебное заклинание. Ничего я не шепчу. Я просто его сжимаю и вот так распределяю любовно. Это основной момент касаемо лука. Все, с луком мы закончили. Теперь орешки у нас думают. Пусть думают. Один пекан проскочил. Орешки думают. Если вам хочется, вы можете добавить сахар. В данный момент я не ем сахар, и поэтому не буду добавлять. Вы можете также добавить мед прямо сюда, и ваши орешки закарамелизуются. Я сегодня ограничусь сладостью яблока. Что касается сыра, то с ним мы поступаем вот таким образом. Я просто его красивыми такими крупными крошками выкладываю сверху, и уже он выглядит как салат. Орехи вы можете поломать любым способом, но когда они достаточно крупные, мне нравится больше. Они попадают на зубок, впрочем, как и другие ингредиенты. Я люблю, когда ингредиенты в тарелке выглядят идентичными. Перфекционизм – черта порочных людей. Такая была высказка, я ее помню. Добавлю сверху заправку. Если вы подаете этот салат не порционно, а на семью или на большую группу людей, вы можете нежно перемешать руками салат с заправкой и выложить на большое блюдо. Но есть один, как всегда, нюанс. Индивий очень-очень нежный, хрустящий салат, и поэтому индивий необходимо заправлять и подавать немедленно. Итак, наш салат с индивием, грецким орехом и голубым сыром готов. И я его сейчас попробую. Такой хрустящий, без навкуса. Орех, сыр и яблоко. Очень вкусный салат. Не зря я его люблю. Это один из моих самых любимых салатов. Я надеюсь, что вы его оцените по достоинству, что он раскроет для вас все свои потрясающие глубокие вкусы, особенно текстуры. Один из самых таких текстурных, сочных салатов, которые ешь и есть хочется, и которые наполняют полный рот слюной. Пожалуйста, готовьте этот салат, пишите о ваших впечатлениях, если вам понравилось. Задавайте вопросы, оставляйте ваши комментарии. И с вами была Яра, а я его пойду доедать.